Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать вот такую вот нежную, красивую и очень простую повязку крючком. Всего у нас будет в работе один ряд, который мы будем повторять на протяжении всего нашего вязания. Для вязания буду использовать один цвет пряжи и крючок, который подходит к размеру моей пряжи. У меня это троечка. Ну что ж, давайте не будем затягивать и приступаем к вязанию нашей повязочки. Начинаем наше вязание с цепочки из воздушных петель. Первую петлю не затягиваем, она нам служит первой рабочей петлей. Дальше провязываем вторую, третью, четвертую и так пока не наберем 14 воздушных петель. Вот, когда мы провязали цепочку из 14 воздушных петелек, вот, одна петля у нас на крючке уже есть. Теперь смотрите, одну петельку здесь пропускаем, которая сразу идет от крючка, и во вторую заводим крючок и вытаскиваем вторую петлю. В следующую петельку точно так же вытаскиваем третью, дальше четвертую, пятую. И так идем до конца ряда. Всего у нас должно получиться 14 вытянутых таких петель. Итак, смотрим. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Теперь смотрите. Первую петельку мы провязываем одну. А дальше до конца ряда по 2. То есть вяжем 2, 2, 2 и так далее до конца ряда. Вот что у нас получилось. Теперь смотрите, вот эту нашу петельку мы слегка растягиваем, совсем чуть-чуть. Теперь вот таким образом набрасываем ниточку и находим, вот смотрите, вот здесь у нас вот первая полосочка вертикальная и вот вторая. Мы теперь заводим крючок под вторую нашу вертикальную полосочку, вот эту нашу ниточку перебрасываем назад, придерживаем пальчиками, чтобы она не затянулась, захватываем крючок и провязываем. Теперь следующая наша горизонтальная, вернее вертикальная полосочка, мы заводим за нее крючок и сразу вот за ней промежуток, вот так вот насквозь, и вытаскиваем петельку. Опять набрасываем ниточку с лицевой как бы стороны, находим следующую нашу вертикальную полосочку, завели сюда крючок, вернули ниточку назад, придерживаем ее пальчиками, захватываем петлю, провязываем. Теперь опять следующая вот наша полосочка вертикальная, за нее заводим, и вот он промежуток. Я очень надеюсь, что здесь вам видно хорошо. Вытаскиваем. Раз, два, три, четыре, пять. И еще раз делаем накид. И за нашу вертикальную полосочку возвращаем ниточку вот таким образом. Захватываем ее и провязываем. Всего у нас должно получиться 2, 4, 6 петелек. Теперь находим, вот смотрите, вот в эту полосочку мы провязали, вот наша следующая и следующая, между ними вот здесь вот есть промежуток, делаем накид на крючок и в этот промежуток заводим крючок и вытаскиваем раз, дальше накид 2, накид 3, накид 4, накид 5, накид 6. Теперь вот эту полосочку, да, которая у нас, вот мы между ними вязали, вот эту полосочку с одной стороны мы не трогали, и с другой. Тут мы ее тоже не провязываем, а находим следующую, вот эту. Делаем накид с лицевой стороны крючка, заводим крючок под петельку, возвращаем, придерживаем пальчиками, провязываем. Теперь следующая наша полосочка вертикальная, под полосочку и в промежуток за ней.
вытащили. Опять накид, под полосочку, вернули ниточку, придерживаем пальчиками, провязали. Следующая полосочка под полосочку, в промежуток за ней, вытащили петлю, накид, под полосочку, вернули ниточку, придерживаем пальчиками, провязываем. И смотрите, у нас вот здесь вот в конце есть полосочка, мы заводим крючок под нее, и вот за ней вот здесь вот также есть ниточка. Вот за две ниточки, грубо говоря, мы завели крючок и вытащили. И с этой стороны у нас также получилось 2, 4, 6 петелек, точно так же, как здесь. И теперь мы провязываем вначале одну петлю, потом 2, 2, 2, 2, 2. Пришли к нашей вот этой вот пышной конструкции, скажем так, и мы ее должны разделить на две части. То есть у нас должно получиться по 6 петелек в каждой половинке. Разделили, провязываем нашу ту петельку и первые 6 петель здесь. Смотрим, тут у нас осталось 1, 2, 3, 4, 5, значит одну лишнюю захватили. Вот 6. Теперь провязываем один раз. Теперь провязываем вторую половинку пышную и дальше по 2 петли. 2, 2, 2, 2, 2 и 2. Смотрите, и теперь как мы с вами провяжем этот ряд сейчас, так мы будем вязать все последующие ряды. Мы вытягиваем ниточку слегка, делаем накид, то есть в принципе узор повторяется. И вот первую полосочку вертикальную мы не трогаем, а вот под вторую заводим крючок и провязываем. Теперь следующая вертикальная, под нее и за ней в промежуток вытащили накид. Вот следующая наша полосочка, возвращаем ниточку и провязываем. Следующая, провязали, накид и провязали. А теперь вот тут, где у нас был промежуток между пышными нашими двумя половинками, делаем накид и провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И опять накид. Находим нашу первую вот эту полосочку, провязываем ее. Теперь следующая, накид, следующая, просто провязываем, накид. И теперь здесь в конце ряда мы находим вот последняя наша полосочка и за ней еще одна ниточка и провязываем. То есть мы повторили с вами вот этот вот предыдущий ряд и закрываем его. Вначале 1 петелька, дальше 2, 2, 2, 2, 2. Теперь делим вот эту вот пышную часть пополам. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть вот так. И провязываем вначале первую половинку. Закрываем. Теперь вторую половинку. И дальше вяжем по 2 петли. 2, 2, 2, 2, 2, 2. И вот по такому принципу мы с вами вяжем столько рядов, сколько нам необходимо для размера нашей повязочки. После того, как мы с вами провязали нужную длину нашей повязочки, нам нужно закрыть последний ряд, чтобы он был ровным, и мы смогли с вами соединить вот эти вот 2 половинки. Для этого мы с вами будем вязать вот в промежутке, вот между нашими вот этими петельками.
провязываем в первый промежуток столбик без накида. Дальше вот он второй, третий, четвертый, пятый и шестой, прямо перед нашими пышными вот этими столбиками. Шестой. Теперь между пышными столбиками провязываем один столбик без накида. Теперь за пышным столбиком провязываем раз столбик без накида, следующий промежуток 2, следующий 3, 4, 5 и вот 6. И у нас получился ровненький край. Теперь мы смотрим с вами, вот лицевая сторона к лицевой стороне. Вот так вот складываем. Видите, именно лицевая, там где у нас вот такие вот петельки вытянутые, вот эти вот получились, вот здесь вот. Потому что сзади рисунок немножечко другой. Соединяем наши две половинки повязочки. И теперь вот одна петелька здесь первая и на нашей второй половинке. И провязываем соединительную. Следующая одна половинка здесь, вторая половинка здесь. Провязываем соединительную. И вот так вот по одной петельке мы с вами соединительными вяжем до конца ряда. При желании, в принципе, можно иголкой связать, можно крючком соединить. Тут как кому больше нравится. Соединяем так до конца ряда. Все, в конце ряда провязываем воздушную, обрезаем ниточку, выворачиваем нашу повязочку на лицевую сторону. И вот что у нас получилось. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Надеюсь, что он вам понравился. Если это так, тогда ставьте лайки, пишите ваши комментарии и не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать мои дальнейшие мастер-классы. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.